А дети вообще, они просто в душе не чают. Ни в нем, ни во мне. Она избивает детей. Вот этих вот Всех. малышей? А нахрена ей такое количество детей, сестре вашей? Детские деньги. Я за своих детей порвусь, если даже надо будет, тебя понятно? Мамы другой не может быть на свете. Я не могу понять, когда вы успеваете бухать. Бывает, я не отрицаю. Прибухивали. Да. Постоянно была пьяная. Иди в ружка. У Данилы у него была дырка во лбу. Отец ударил его ружьем, прикладом. Клянусь Богом, это вранье. И изъяли детей. Да, И вернули вам через 21 день. да, Потому что вы закодировались. да. Ну не каждый день же она пьет. Ой, ты скажи правду, вы что ждете, что там что-нибудь случится, что она их убьет? Мы слышали, что про Настю ни одного хорошего слова, но мужа похваливают. Сергей, идите к нам. Добрый день! Разные претензии мы слышим в этой студии к мамам. И по разным причинам родственники хотят лишить маму родительских прав. Но чтобы из-за диеты. Какой диет? Ну какой? Пивной. Интересно. Сегодня в нашей студии Олеся Бабушкина из Рязанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, что случилось у вас? Я приехала к вам просить помощи, помочь мне лишить родительских прав свою сестру Настю. Она избивает детей. Я много лет писала в органы опеки, но ничего не меняется. Так, а сколько у нее детей? 7 детей. 7. 7. А возраст какой? 11 лет, 8 лет Даниил. Ну, у последующих год-два разница. Вы сказали, что она их избивает. Кого? Вот этих вот Всех. малышей? Вот самая старшая, перед Новым годом она ее так избила палкой, у ребенка от самой шеи до самой задницы был очень огромный синяк. Из-за того, что дети не поделили компьютер. У нее у опеки были фотографии, все видео. Я все просила перед программой, но мне ничего не прислали, со мной больше даже на связь не вышли. Слушайте, а опека тогда, когда вы пожаловались и прислали эти фотографии, она как-то отреагировала? Да, они вызвали полицию, уже был, нерабочий день, они поехали, соответственно, дети не подтвердили этого, потому что они боятся ее, она постоянно им угрожает. Угу. Скажите еще, а у нее хоть раз забирали детей Забирали 2 раза. и отдавали? Да. А как Первый так раз получилось? на долгое время, насколько я помню, забрали. Они там по комиссиям бегали, вроде им шанс дали. Она закодировалась, насколько я помню, но ее хватило на 1,5 недели. Она снова запила, и приезжала полиция повторно, когда забрали детей. Они были 10 дней всего лишь там, из-за того, что повлияла у них там вот эта кодировка. Родня-то остальная ваша знает, что вы тревогу бьете и даже до Первого канала добрались? Или им все равно? Все началось со сестры. У нее, у мужа есть сестра Наташа, она все это зачинила. То есть у вашей сестры есть муж. Да. Вот у этой мамы всех этих детей. Есть законный муж. Да. Он отец какого количества детей? 6 детей. Старшая девочка не его, она от первого брака. Ага. То есть он отец 6 детей, и у него есть родная сестра. Да. И первая забила тревогу Она. вот она. Да, когда все дело дошло до суда, мама мне моя приезжала, неоднократно просила помочь с детьми, потому что, она видела, она там постоянно находится, они там всегда. Она видела, почему подвергаются дети. У кого-то было, у Данилы, ему разбили лоб, у него была дырка во лбу, был большой синяк. Кто это сделал? Сказали, что отец ударил его ружьем, прикладом. То есть отец тоже детей бьет? У ребенка над правым глазом был огромный кровопотек. Глаз был весь заплывший, как я видала. Опеки тоже я это все отправляла. Но когда поехали, сказали, что возили на медосвидетельствование, смотрели, снимали побои. Ничего не сделали. Ничего абсолютно. Ребенка вернули назад. Скажите, пожалуйста, я так понял, что вы живете-то довольно далеко от сестры, верно? Да. А откуда вы знаете, что она каждый день бухает? Мне начала звонить сестра Сережина, получается. Она начала. Потом начала звонить мать. Звонила моя старшая сестра Мария. Все звонили, присылали фото, неоднократно видео по поводу нее, что она пьет. Детей бросала, по 2-3 дня их не было дома. Подождите, а сколько ей лет? 33. Сколько?
Смотрите на года. фотографию. Ей 33 года. Да. Подождите, а пьет она давно? Да. То есть она беременная тоже пила? Потому Да. что дети-то совсем Все маленькие. дети, все дети рожденные, начиная со старшей, заканчивая последним, все в беременности она пила. Слушайте, я не могу этот вопрос не задать, простите меня, пожалуйста. А у детей есть какие-то проблемы со здоровьем? Есть. У всех. У всех. У всех. А что у них? А, у Тани, вот 3 годика, которой, у нее была гемангиома, удаляли, делали операцию, и с ножкой у нее гиперплазия сустава при рождении. Но она обвинила врачей, что это врачи. Это не врачи, ее муж толкнул с лестницы, она упала, и ребенок родился со сломанной ногой. У другого ребенка косоглазие, он ее спустил со 2-го этажа на последнем сроке беременности. Это у кого? У Леры? Да, у Леры. В Михайлове был первый суд. Когда По мам- лишению ее прав? Да, Так а есть решение суда-то или нет? есть. Какое? Их ограничили в родительских правах на полгода. Она подала потом в суд апелляцию через адвоката, и детей не забрали, детей оставили. А они работают вообще оба? Он работает, она же дома сидит с детьми. Угу. А он кем работает? В колхозе у них работает, не знаю кем, честно. Они оба По бухают? солями. Он тогда не пил, насколько я знаю. Все о нем отзывались очень хорошо, и я была о нем хорошего мнения до той поры, пока не увидела вот кровопотек у ребенка. Потому что я знаю, что он бездействует, он ничего не делает абсолютно. Когда мы с ним разговаривали, он неоднократно мне говорит: а что я могу? Я, ну ты меры можешь принять? У них висят камеры по всему дому. Он же все это видит. Как обращается бабушка с детьми, как она их обзывает, как она их бьет. А бабушка это чья мама? Наша мама. А у вас и мама такая же, как она? Да, Тоже пьет? да, Мама с ней пьет? да. Ах, вот в чем дело. То есть мама живет с ней, и они бухают. А мать всю жизнь пила? Да. А вас она как воспитывала? Можно сказать так же. То есть она вас била? Била. И Бухала. сестре вашей доставалось, как я понимаю. Мне было 13 лет, я из дома убежала. Ну, как убежала? Меня выгнали. Я спала на речке. У меня приехала двоюродная сестра, меня туда забрали. Олесь, скажите, а у вас-то дети есть? Да, у меня 3 мальчика. И у вас все в порядке? Да, слава богу, все хорошо. Хорошо, ну давайте посмотрим на сестру вашу нерадивую, как она с детьми живет. Это наша большая квартира, уютная, чистая, светлая. Здесь спят мои дети, маленькие. Здесь мы спим с мужем. А это моя старшая дочь. Она во всем мне помогает. Я опора мама. Я сплю в той комнате, где спят мои 2 сестренки, 1 братик. У них сейчас тихий час. Я совсем справляюсь. И знаете, я ни разу не пожалела, что они у меня есть. Только. Моя большая кухня. Вот первый холодильник. И конфеты, и что только нету. Всякие сосалочки. Я варю компоты сама. А, еще здесь. Здесь уже проснулись мои красавицы. Это Вика, это Валерия. Здесь у меня вещи ихнины. Здесь это у меня ларь. Вот у нас тут мясо. Это второй холодильник. Я по дому с детишками. По хозяйству у меня муж. Сереж, расскажи, что ты сделал? Трактор построил своими руками. Поехали. Так, ключ. Я тебе люблю. И Песочница, батут принес. крыса. А я тоже хочу попрыгать. Иди спать. Мы построили сарай. У нас теперь полный двор скотины. И я рада, я счастлива этому. Садись. Поехали, держись. Дай, заходи. Да они не кусаются. Ой, ой. А дети вообще, они просто в душе не чают. Ни в нем, ни во мне.
Скажите мне, пожалуйста, сейчас как-нибудь повежливее спрошу. А нахрена ей такое количество детей, сестре вашей? Мне кажется, тут понятно, детские деньги. Она говорит, что не хватает, у них сейчас убрали бюджет из-за того, что у мужа превышает доход, и она получает 50%, и везде помощь пишет, ей оказывают. Она как отнеслась к вашей идее лишить ее родительских прав? Дайте догадаться. Ну, проклинали, желали, чтобы я до вашей передачи не доехала, чтобы у меня отнялись ноги и все остальное. Ну вот видите, не отнялись и доехали. А теперь на нее посмотрим, на нашу красавицу, мать-героиню. Анастасия, идите к нам. Олесь, ты что здесь устроила? Ты А что здесь я врешь? устроила? Я вру? Я за своих детей порву, если даже надо будет, тебя понятно? Ты меня порвешь? Тебя порву. Да ты избиваешь их каждый Я день. избиваю. Тебя дети твои боятся. Боятся тебя. У тебя Ты дети кому говоришь? каждый день в синяках ходят. Мы голодом сидят. Ты синякам по трое суток доказательства пропадаешь. Тебя где? люди притаскивают Где? домой, ищут. Есть доказательства. Все люди тебя знают в Ты твоей ни разу деревне. у меня не была, даже в дом не заходила. Ну Ты и не хорошо, видел, как я что я не живу. была. И мне не нужно видеть. И не я и надо. так видно. Ты для меня первый враг номер один, Анастасия, врушка. вот вы сядьте, вам будет проще, и нам будет проще. Это правда, что вам 33 года? Да, А вы на себя в зеркало когда последний раз смотрели? буквально недавно. И вам нравится то, что вы видите? Да. Ну, так чуть-чуть просто как будто потрепались, нет? Ну, так лет 20 Ну, знаете, накинуло, на да. протяжении 10 лет, если сон мой стал злейшим врагом, я могу в сутки поспать от силы час-полтора. А всё. почему? Что случилось-то? Ну, потому что, во-первых, то дети заболеют, то режутся зубки. За этим слежу всем я. Я одна. Дом на мне. Скотина, ну, бывает порой действительно на мне, когда муж там в А у вас поле. что там за скотина какая? Поросята, куры на свои яйца, Так. гуси, утки, индоутки, кролики, даже коза есть. Это все на вас? Да, Дети все на вас? да. Дом, уборка, готовка, тоже Да. все на вас? Так у вас действительно на сон времени-то не остается. Нет, а главное, я не могу понять, когда вы успеваете бухать. Знаете, я не говорю, что я бухаю, как выражается Олеся, я даже не могу назвать ее сестрой. А что вы делаете? Потому что, нет, бывает, я не отрицаю. Я говорю честно правду, что Так. раньше у меня были, грубо говоря, заскоки. Раньше, лет так 4-5 То назад. есть вы 4 года назад все-таки прибухивали. Да, я очень много пива пила. А почему вы именно пиво-то пьете? Ну, знаете, мне сказали то, что пиво придает аппетит, а так как у меня хронический гастрит, поликистоз почек, нет селезенки, астма. И как бы, ну, глупость, да, сморозили, якобы посоветовали, как бы вот так, пей побольше пива, будет аппетит, и как бы это, буду больше кушать и поправиться. А так у меня дурная моя привычка, не алкоголь, а кофе с сигаретой. А. И это правда. То есть вы стали пить пиво, чтобы поправиться? Да, но я поняла, что это Не работает? нет. Ага. А что с селезенкой? Ну, встречался с человеком, прошло время, ну, у них там было не написано, что они хорошие. Поначалу я знал, что, ну, он выпивает, ну, ладно, думаю, все мужчины выпивают, пускай там, никогда на это внимание не обращал. Мы чисто с ним встречались, но не жили. Прошло какое-то время, да, он меня лупил, дай бог, сильно. Убежать я не могла, так как второй этаж. Он закрывал, получается, на ключи убирал. Он выше меня там 2 метра ростом. Так это вы от него первого ребенка-то родили? Да. Так и как селезенку-то вам вырезали? Ну, получилось так, что он хотел убить мою дочь сначала в утробе. Это же его дочь. Да. У меня даже здесь есть доказательство, шрам. Ну, когда он и чё? воткнул мне нож. Это первое. В пьяном угаре подпиши, не забудь сказать-то, что все происходило в пьяном Не угаре. надо, ты там не Всегда была и не говори. происходило в пьяном Подожди, угаре. не Ты надо. постоянно была пьяная. Иди врушка. Подождите. А чего я Где вру-то? вот? Ты уже Кириллу наврала. Его мать вызывала лично такси, вызывала скорую, чтобы ее отправить. А Умоляла, это она чтобы она своих больше слов, не она не приезжала. знает правду. Он взял Она ребенка не маленького за ноги, Хорошо, чуть за давайте, угол не Она не убил. знает о моей жизни. дамы, Так он давайте вас нет. пырнул уже тогда, когда вы родили. Нет, когда я была беременна, он хотел ее выпустить. А, Потом, когда я родила, он приехал за мной. Приехал, конечно, не в адекватном состоянии. Настя, давай начнем сначала, туда-сюда, все-таки у нас ребенок. Я брошу пить, я закодируюсь, я ему как бы поверила, но душа не хотела, ну, не тянула, потому что знала, что такое так будет. И получилось, он напился пьяный, короче,
лег на кресло диван. Я никак не могла уйти. Искала ключи. Тут получилась такая система, что как бы он встает. Где моя выпивка? Я говорю, нет, я говорю, ты все выпил. Он нашел бутылку, достает бутылку, поставил ее, и получается, дно отваливается, и она проливается. И за это он начал срываться на мне и на Аньке. Аньке на тот момент было 1,5 месяца. Он взял ее с коляски, швырнул на кровать. Я поняла, что он сейчас убьет ребенка. Угомони эту, нецензурной бранью он начал ее, и такую, и сякую. Я говорю, ты как можешь, это твой ребенок, это не мой ребенок, и прочее, далее. И он только хотел замахнуться, я ее хватаю, получается, с кровати, я закрываю своим телом ее. Ну, и он начинает меня бить. Потом железной палкой, потом железной трубой, в пинковую. Но я прикрыла своим телом. И знаете, я горжусь этим. А эта тварь в тюрьме сейчас? Ой, честно сказать, я не знаю, до Нет, этого... его наказали за то, что он вас избил и пытался убить ребенка, или нет? Да, нет. А почему? А вы писали заявление? Нет, я писала заявление, И? но его мама уговорила, заради бога, так как она какой-то болезнью болеет, неизлечимой, и скоро, умрет. Вы забрали заявление? Ну, как бы да. Ну и все. Его не наказали? О чем здесь Нет. говорить дальше? Ну, Господь все видит, через год его посадили. Когда у вас детей забирали и за что? Детей у меня первый раз забрали по инициативе ее. И, получается, у сына моего, у Даниэля, был день рождения, мы решили посидеть, муж на работе, в ночь был в поле. Ну, я себе решила, малому торт, он маленький был, он весь извозюкался, у меня даже фотографии есть эти. Ну, а себе бутылочку взяла пива, большую. Попила пиво, все уложила малого, легла отдыхать. Тут стук с утра в дверь. Смотрю, заходят. Здравствуйте, я здравствуйте. Они учули то, что от меня, пахнет. Немножко. И чтобы взять подпись мою, Шилов схватил моего 1,5-годовалого ребенка за руку и потащил к двери. И сказал, если я сейчас не подпишу протокол, самый первый, то он заберет ребенка. Я на каком основании говорю? Вы не имеете права. Я что, в алкогольном опьянении, у меня дома грязно, у меня бардак, у меня есть, нету или что-то. Он, начал тащить ребенка, Данька начал орать, и я первый раз сталкиваюсь с этим. И я испугалась, мне пришлось подписать. Я подписала первый раз протокол, они выписали мне штраф в размере 500 рублей. Я платила. Да, потом было то, что они приезжали, потом У они... опеки есть видеоматериалы, которые они не показывают, как они ее снимали, когда они приезжали к ней. Какие? Я тебя У них умоляю, есть, в каком успокойся. состоянии она была, Ага. когда ее забирали. Так, в итоге забрали детей. Да, Надолго? на 10 дней первый раз. Так, а какие вам условия поставили, чтобы их вернуть? Закодироваться. Вы закодировались? Да, за свой счет. И их вернули? Да, Мне сейчас очень интересно узнать, и работает кодировка? работает. Сколько раз вы кодировались? Второй раз? Один. Нет. Второй Один. раз детей забрали на 21 день. И вам тоже сказали закодироваться. Вы пошли закодировались с мужем. Так у вас же забрали их второй раз? Да. Опять за пьянку? Ну, получается, мужа с поличным его сдали, кто-то поймал. Да. Они забрали мужа. Муж сказал то, что поедет. В тот день Данила бегал, упал, напоролся на стекло. Из-за этого у него на лбу такая система. Вот. И никто не стрелял, никаким прикладом, ничего не было. Это все, клянусь Богом, это вранье. Так. Отчасти, то, что он сказал, это все вранье. Ну, и тут получилось так, что я подошла к машине, говорю, Сереж, ты поедешь? Он мне сказал, да. И тут темно было, ливень. И подходит этот Виктор, полицейский, в наручники меня скрутили. И он сказал, если ты не поедешь... Они драться я кидались твоего просто, мужа, кидались ты побеги драться на них при То исполнении. есть бегству они забрали застрелю. вас двоих в полицию? Да. Так, и изъяли детей? Да, Мгм. И вернули вам через 21 день? да, Потому что вы закодировались? да. Что касается кодировки, это психотерапевтическая чаще всего процедура, внушение такое. Откуда вообще это взялось, откуда этот миф породился в медицине? Да, я не спорю, наркологи этот миф поддерживают. Есть процент людей, которые внушаемы, и они получают вот этот код, так называемый, и прекращают употребление алкоголя и достигают ремиссии благодаря этому, но в рамках комплексной терапии. То есть это не может быть только кодировка.
Это должна быть и психофармакотерапия, и психотерапевтическая работа, и обследование по другим системам, и где-то там между многочисленными методами воздействия кодировка. Ну, то есть она принесла в опеку справку о проведенном психотерапевтическом сеансе. Это что, послужило основанием к тому, чтобы вернуть детей, что ли? Ну, это же просто смешно. То есть я призываю опеку по всей стране, реально, брать справку о выздоровлении, которая может быть дана в момент снятия с наркологического учета, который длится 3 года трезвости с ежемесячной явкой к наркологу. Вот если такую справку приносит человек, снялся с учета, 3 года трезвый, уже давно нет никаких проблем, ну окей, вот это аргумент, я понимаю, почему кодировка. Понятно. Слушайте, я вот смотрю на эту сейчас чудесную картинку, которая у нас на экране стоит, и вспоминаю ваши слова из этого сюжета о том, что вот мы тут все горой друг за другом, мы тут все... И вы нам порекомендовали с вашими детьми пообщаться, что мы с удовольствием, конечно, сделали, но надо понимать, что разговор этот, который вы сейчас увидите, проходил в присутствии мамы. Я очень люблю свою маму, она нас не обижает, она нас не бьет. Я тоже свою люблю маму. Мама хорошо к нам относится, когда мы бегаем, например, играем. Она нас вообще не ругает за это. Она просто говорит: аккуратно, главное, не упадите или не шибите малышей. Мы любим прятки, догонялки, например, купаться в речке, это самое любимое. Мы не одни ходим, за нами всегда смотрят старшие. Я маму ни разу не видела пьяной. Она может выпить, но не водку, а только на празднике, и то пиво, бутылку, все. Водку она вообще к своему рту не подносила. Олеся хочет сделать так, чтобы мы все они попали в детский дом, а я к ней. Она настраивает меня против мамы. Она мне один день заказала, мне очень не понравилось это. Я тебе предлагаю вот такую схему. Давай я поеду в опеку и скажу, что там вас мама обижает, чтобы все они ушли куда-то в другой дом, а ты ко мне. Я сказала: нет, крестная, я не брошу свою маму, потому что она для меня родная. Мама, конечно, она у нас одна. Мамы другой не может быть на свете. И я сказала: нет, крестная, прости, но не надо так. И я отключилась. Она мне больше, наверное, не крестная. Это не она Вот говорит. это классно. Она боится. Это А не каково она. вам это слышать вот сейчас? Честно, это очень тяжело, потому что ребенок приезжал, сама умоляла, чтобы ее забрать оттуда. А почему она здесь так говорит? Вот Она это боится. Она неоднократно мне звонила. У нее есть в телефоне аудиозаписи, как она ее обзывает. Всякими словами. Я, говорит, уже устала, я тебе потом покажу. Я буду потихоньку записывать, чтобы она, говорит, не слышала. Она ложила телефон на кухне в тот момент, когда ее там не было, чтобы была запись, как она их обзывает, как она их опекой пугает, ПДНом, что их приедут, заберут и будут там над ними издеваться каждый день. Это не она говорит, честное слово. Это я не верю, это не она. Ее напугали. Скажите, а у вас какое детство было? Просто ваша сестра сказала, что ваша мама сильно пила и всех вас била. Нет, отчасти это неправда. Были, мама выпивала, были моменты, но в основном, хочу сказать, бил нас папа. Мама могла хлопушку ударить, но папа, так как 3 года боксом занимался, и получается, ну, в основном мне доставалось как бы по полной. В вашем конфликте, вот этом сестринском, мама-то чью сторону занимает? Я не знаю. А мы сейчас узнаем, она была крайне категорична, когда Что с нами Аня разговаривала. сказала? Давайте Я посмотрим. клянусь, я первый раз это На слышу. экран посмотрим. У меня 3 детей, 3 дочери. Маша, Олеся и Настя. Они все ближе ко мне, все 3. Всех люблю. В детстве они очень хорошо общались, дружили, не ругались, не дрались, ничего никогда. Вместе гуляли, Олеся с Настей. Защищали друг друга. Настя кто-нибудь обидит, Олеся заступалась. Так вот они вроде общались нормально, не ругались, ничего, все хорошо у них было, все нормально. Вот что произошло между ними, даже ничего мне не говорят. Мам, сами разберемся, это наши проблемы, все. Олеська начинает говорить: мам, я сама разберусь.
Настя начала и говорит: мам, мы сами разберемся, не лезь, не расстраивайся, все нормально, все хорошо будет. И все. Я поддерживаю Настю. А потому что она хорошая мать. Это вообще позор, позор. Ей позор. Нахалка бессовестная. Зачем она так делает? Я даже не верю, что она так могла поступить с сестрой. Вот так вот вызывать, там, в опеку вызывать всех, всем обзванивать, все. Больше общаться не буду с ней, с Олесей. У тебя больше матери нет. Для тебя я уже умерла. Скажите мне, пожалуйста, были же случаи, когда и Мария, сестра ваша, и мама вам звонили Да, и, неоднократно. и просили обратиться в опеку? Да. Было, неоднократно было. Мама сама лично приезжала, у меня муж мой свидетель. Ну а что ты хочешь от человека, который бухает всю свою жизнь? Мария не пьет, давайте ее позовем и все-таки попробуем понять, она-то на чьей стороне? Это старшая сестра же, правильно? Да. Да. Мария, идите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы просили сестру Олесю позвонить в органы опеки или Нет. в ПДН? Нет, я Ни не разу. просила, Олесь, я тебя этого не просила. Маш, ты сколько раз звонила, жаловалась, как она избивает. Вот у вас недавно был конфликт, 3 недели они пили. Ты позвонил, сказал, как она обзывала детей. Кого из детей она там избила? Я так и не поняла. На улице, как она обзывала Совку. За Было то, что такое? ты принесла этот доширак или что там, я не знаю. Мария, было Ты сама такое? позвонила, ведь вот недавно прям было. Я недавно я не звонила. Мария, вижу по я вашей не реакции. звонила, правда не звонила. Маш, ты что врешь сейчас сидишь? Я Маш, не ты вру. врешь сидишь. Ты сама лично звонила, не на знала, улице что ты- было. Я слышала, как она обзывала. Ты сама плакала. Ты говорит, послушай, как она Совку обзывает. Можно, конечно, сколько угодно скрывать, что этих детей бьют и запугивают, но тот монолог, который мы здесь видели, этих детей, это монолог запуганных детей. Они понимают, что они говорят теми словами, которыми ребенок в этом возрасте не должен мыслить. Поэтому они точно знают, чего от них ждут. Какие слова сказать правильно, чтобы не прилетело. Эти слова они и говорят. А вам своих племянников не жалко? Я вот и хотел спросить. Так может вы начнете правду говорить? Пьет ваша сестра? Выпивает пиво, бутылку пьет. Ну не каждый день же она пьет. А за детьми следит? Следит. А бьет их? Я ни разу не видела, чтобы она била. Мы вам показали сюжет с детьми старшими, которые понимали, что мама их слушает. А это вам довесок с младшими, когда мамы рядом не было. И вот сейчас, услышав детей, попробуйте еще раз соврать в этой студии. Папа ничего не выпивает. Мама. Когда она была пьяна? Ночью. Сегодня ночью? Да. Что она выпила? Водку. Я сегодня легла спать. Мама меня била по лицу. И я вся покраснела. А что? Кто спит ночью, кого она бьет? Ну, типа так. Если она вас бьет? Да, когда мы спим. Когда кто-то спит, она и Макса, и Таньку, и Лерку, она всех долбит. Как кулаком по щекам. А если она нас подолбит, немножко устанет и ляжет в баньке. А долбить, если я тогда вот так. Если мы плохо ведем, мама меня забьет, когда мы все секретики передадим и все, а потом мама нас бьет. Защищай. Папка, мамку говорит, не бей детей. Он ее толкал об шкаф, она ударит. А еще на пол толкал. Я это не знала. Ну как это вы это не знали? Маш, ты я живешь что, по наверху, ночам зачем не ты слежу? врешь, сидишь, Маш? Хоть ты скажи правду, пожалейте вы детей, Господи. Вы что, ждете, что там что-нибудь случится, что она их убьет, инвалидами сделает? И так всех Никого больных она не подорожала. убьет. Не надо говорить, что всех, во-первых, и я никого не Да убиваю, ты со понятно? всеми пила, у них видео Ты даже есть, забыла, где ты как рожать я тебя от поехала опеки пьяная. спасала? Забыла? Если бы не я, у тебя Люську давно бы забрали. Чего ты машешь мне гривой? Не я сейчас тут сижу, не меня обвинять. Если бы у меня было все так плохо, я бы сейчас тут сидела бы. Девочки, давайте так. Вы можете свои семейные отношения выяснять сколько угодно и не в этой студии. Но то, что сейчас сказали ваши дети,
мы не можем Это оставить, неправда. не можем оставить без внимания. То есть это вранье, да? По заднице я могу сказать, я могу наругаться, я могу поставить в угол, я могу ударить по заднице. Но то, что сказала Вика, я не знаю, что это такое есть. Ладно, дети что-то придумывают, хорошо. Соседи же не выдумывают ничего. Соседи видят и говорят. Давайте послушаем соседей. Пьет, да, очень сильно пьешь. А что она пьет? Водку? Все подряд. А мать? Ее не Мать пьет? такая же, как она. Приходили в комиссии, и ребенок там прям побитый. Там вообще реально побитый. Выпивать. Это не то слово. Всю беременность. От чего дети все больные? Всю беременность. Ну да. Теперь ты видишь, какие все больные. Там нет ни одного ребенка здорового. Всю беременность и валялась, и... То есть она прям ходит по селу и валяется? Конечно. Там одного ребенка вообще надо по ней все выложить. Он не ходит. Они его запрут в комнате бедного. И он там один сидит в этой коляске. Никто на нее повлиять не может. Никто. То есть, думаете, это уже прям потерянный случай? Потеряно. Что она так может взять? Водку они берут. А нет, это кто? Ну, она берет. Мамка ее на приход приезжает. Да, часто заходит Уфель за водку. Она или он? Она. Она, ну, почти каждый день. Каждый день за водку. Ну, я просто не хожу на почти, да. В пятницу, знаете, у них девочки, ну, третий, так сказать, был выпускной. Родители не пришли к ребенку на выпускной детский сад. Я просто стояла, у меня глаза в таких, Лера, а где? Ни в чем. Во-первых, у меня дочь просто в детском саду работает. Грязные, как в прошлый раз, ну, вечно колготки не стираны. Вы знаете, как дети одеты бывают? Вот зимой холод, они чуть ли не в ветровке приходят. Зато тепло начинается, они могут в зимний куртке, в зимний шарф. Мы ни одного человека не нашли, который тебе сказал бы хоть одно хорошее слово. Хоть одно. Во-первых, откуда они, даже вот взять тетю Света, откуда они знают? Они живут в трехэтажках, а я живу в конторе. Где они меня могли что видеть? В магазине водку каждый день. Да. Это сплетни, и это вранье. Диагнозы у детей какие? Ну, вот у Таньки была гемангиома, у Лерки косоглазие, но мы этим занимаемся. А у младшего какой диагноз? У нее дисплазия, ну, короче, вывих правой ноги. Понятно. А у мальчика, который сидел в клетке? У кого? У Макса? Ну, да. Да никакого. Ну, он, получается, родился на ранних сроках у меня. С тяжелой пневмонией. Не с тяжелой пневмонией, Потому что а пьяный поехал захлебнулся рожать. немножко. Потому что врачи оставили его Потому во что мне. вот нахлебался. А вот Да. с этой девочкой что? Почему она такая худая? С Таней? Да. Ну, вот из ее болячек. У нее помимо этих, мне хирург сказал, ну, то, что нужно обследование, но уже другое. Какие у нее болячки? Ну, то, что проем, говорит, в груди, говорит, мне непонятно, как он мне сказал. То, что, ну, для меня, мне кажется, то, что у нее с печенью проблемы еще. Так как она постоянно была на лекарствах, постоянно на таблетках. Это вам так кажется, что у нее проблема? Да, ну, на самом деле, да. И я хочу ее, по крайней мере, отвезти в платную, потому что я нашим врачам уже не доверяю. Отвезти ее в платную и проверить хочу все органы. А почему вы этого до сих пор не сделали? Ну, потому что бывает порой, знаете... Врачи выписывали много витаминов, много лекарств, на обследование отправляли. Ни разу она не съездила, Вранье. ни один раз. Вот эта история с грудью, вот с ее грудной клеткой, она же не вчера у нее появилась? Ну да. А с когда? рождения. С рождения. А Да. сколько ей сейчас? 3. То есть вы за 3 года не нашли времени, чтобы это дообследовать? Ну, понимаете, вам тут описали, конечно, одно, на самом деле. У меня есть факт. У ребенка есть проблемы со здоровьем. Задаю вопрос, ты говоришь, ну вот когда-нибудь поеду и обследую. Это факт. Почему когда-нибудь? Ты этот вопрос себе задай. Почему? Не мне, не я мать Ну, этих извините, детей. я не миллионер, я не получаю У нас каждый день, я не работаю. бесплатная медицина А в стране. что толку от нее?
А теперь слушай меня сюда внимательно. В Рязанской области все сделано для многодетных семей. Там открыта куча центров, в которые ты приходишь, как система единого окна. Это как госуслуги. Ты приходишь, заходишь в это здание и дальше говоришь, у меня вот такие проблемы. И тебя ведут за ручку по всему, что тебе надо. Это так организовано во всей Рязанской области. Так там сделано. Я это знаю лично. Ты что ж сделала? Ты хоть раз туда приехала? Ты хоть раз пришла? Нет, она сидит, всех вокруг обвиняет. Мы слышали, что про Настю ни одного хорошего слова, но мужа похваливают. Настя вообще великолепная у меня супруга, жена, мать моих детей. Я ее в обиду никому не дам. У вас уже 2 раза детей отнимали. Было составлено больше 4 протоколов. Чего ждут эти органы опеки, я не знаю. Но после этой программы, если у тебя есть хоть малейшая иллюзия, что дети с вами останутся, выкинь ее из головы прямо здесь. Я хочу, кстати, раз уж мы об органах опеки заговорили, посмотреть в глаза этим милым людям. Семья стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия по делам несовершеннолетних вышла с решением. Мы уже выходили как орган опеки. Вот. Ее ограничили в родительских правах, но она оспорила наше решение. То есть не исправилась, а именно оспорила? Оспорила. А вы не выходили никаких оснований с решением? С решением то, что она представляет угрозу несовершеннолетним, подвергается опасности. По 5.35 составляет полиция по делам несовершеннолетних. А у нее вообще вот есть вот эти протоколы у Анастасии? Конечно, есть. Обращается кто-то? Конечно. Соседи видят, что употребляют спиртные напитки. Школа, больница обращается. А больница почему обращается? Ну, если не исполняет обязанности по лечению. Детей она избивает. Это правда? Информация-то, если к нам поступает, я бы знала, но ко мне пока ничего не поступало. Все решит суд. Опека? Будет выходить с решением? Пока у меня нет основания выходить. А какие основания должны быть? Основание 69-й закон, семейный кодекс. А ваше заключение, оно какое было в суде? Еще нет заключения, потому что пока только предварительные судебные заседания. Конечно же, опека обращается в суд с иском и об ограничении, и о лишении родительских прав. Видимо, если суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, то, скорее всего, была причина в том, что опека недостаточно доказала вот эти обстоятельства, возможно. В общем, я думаю, нам от вас нужна будет информация, а мы подготовим обращение прокурору Рязанской области с тем, чтобы он инициировал обращение в суд с таким иском. И уже в суде ваши интересы будет представлять не только представитель опеки, но и прокурор. Конечно, детей 7, и, наверное, вы не сможете одна с ними быть, их много, поэтому эти дети, они распределятся каким-то образом, но в любом случае это будет, конечно, больше уже отвечать их интересам. Сердце кровью обливается, смотреть не могу на детей вообще. В каких условиях они живут, это, конечно, просто ужасно. Ладно, где им будет лучше? Это животное, это просто существо какое-то. Ну, отец, ну, вроде не пьющий, ну вы-то куда смотрите? Вам не жалко, это же ваши дети. Мне очень жалко. С родителями им будет лучше, чем да, там. Получается, вы ее больше любите, чем детей. Они же маленькие, они беззащитные. Как Здесь много как вы это позволяете? Здесь много чего неправда. Лучше да это же очевидно, это видно. Вот в каких условиях они живут, это видно все. Проверку у вас там проведите. антисанитария полная, вы даже дома не убираетесь. Для вас это нормально. Самая ужасная в вашей ситуации – это то, что многие детские болезни, вовремя замеченные, можно исправить. Вот вы это время упустили. Вы упустили здоровье своих собственных детей. То, что можно было исправить, ну все, поезд ушел. Это у детей подарки, которые с Нового года, но отвозить я не соизволил, потому что я понимаю, что им ничего не достанется. Бывшая супруга у меня препятствует общению с детьми. Вы без разрешения матери забираете детей, куда-то их увозите, а теперь удивляетесь, что она вам их не дает. Вы так боитесь, что ваша бывшая сожрет конфеты? Неужели она такая прожорливая у вас? Ты детей хочешь забрать навсегда, тебе дети нужны только ради денег. Так у него нет жилья собственного. Он меня затаскал по судам,
и делится мной имущество. Что там с разделом имущества у вас? Он деньгами в районе 200 тысяч хочет. Ужас, как вы с ним жили? Потому что ей, маме твоей, нужны только деньги. Все было Было. чики-пуки. Да. Сейчас что ты из меня делаешь, клоуна? Потому что у тебя все дети в разводах. Расстались вы из-за старших детей ее, верно? Да. Катя достаточно взрослая девочка для того, чтобы рассказать свою точку зрения. Сейчас она выйдет в эту студию.